Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Таня на канале Куховарим. Сегодня хочу поделиться рецептом наших любимых лепешек – питты. Тесто для них готовится без дрожжей, поэтому они получаются полезной и вкусной заменой магазинному хлебу. Мы настолько полюбили этот рецепт, что я готовлю их по несколько раз в неделю, но муж готов есть их вместо хлеба хоть каждый день. По вкусу они напоминают нам лаваш. А благодаря кармашку питту можно начинить чем угодно. Давайте приготовим их вместе. В миске я уже подготовила 350 грамм пшеничной муки. Добавляю туда 1 чайную ложку соли, немного перемешаю и сделаю углубление. Теперь вливаю 200 грамм кипятка и добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Перемешиваю сначала ложкой, так как тесто очень горячее, а затем, когда тесто немного остыло, продолжаю замес руками. Хорошенько вымешиваю и собираю все в единый комок в миске, а затем еще 2-3 минуты продолжаю вымешивать на столе. Посмотрите, тесто не липнет к рукам, становится гладким, достаточно мягким и эластичным. Заворачиваем его в пакет или пищевую пленку и оставляем на 20-30 минут. Достаем тесто из пакета, времени уже прошло достаточно, и теперь нам нужно разделить его на 8 равных частей. Каждая получается примерно по 70 грамм. Можно воспользоваться весами, как я, а можно и без них. Я люблю, когда лепешки одинаковые, поэтому всегда использую весы. Каждый кусочек теста скатываем в шарик, раскладываем их поближе друг к дружке и снова накрываем пакетом или пленкой, чтобы тесто не обветрилось. Теперь возьмем муку и будем раскатывать наши лепешки. Тесто нужно раскатать довольно тонко и постараться, чтобы форма была максимально круглая. Я обычно подготавливаю пару штук и начинаю жарить, а остальные раскатываю в процессе. Пока одна лепешка жарится, я раскатываю следующую. Так как я готовлю их часто, уже приловчилась и все успеваю. Вот такая лепешка должна получиться. Кладем ее на разогретую сковородку и обжариваем до появления румяных пятнышек. Также могут появиться вот такие небольшие пузыри. Переворачиваю и подрумяниваю ее теперь с другой стороны. Все это делаю на среднем нагреве. Посмотрите, лепешка будто немножечко дышит. Проверим, если подрумянилась, то переворачиваем снова и ждем, когда лепешка начнет надуваться. Я иногда вот так придавливаю надутую часть и помогаю ей. Посмотрите, лепешка надулась и появился у нас вот этот вот пространство внутри, скажем так, этот кармашек. Теперь еще раз или два переверну и подрумяню ее с каждой стороны. Вот и готово. Не переживайте, если не все лепешки надуются, как, например, сейчас у меня. Это нормально. У меня сегодня надулись 6 штук из 8, но они не стали от этого менее вкусными, просто они без кармашка. Мы, например, чаще всего едим их просто так, вместо хлеба, ничем не начиняя. Друзья, вот такие замечательные лепешки у нас с вами сегодня получились. Обязательно попробуйте приготовить такие питты дома. Кушайте их вместо хлеба или начиняйте тем, что любите. Например, можно положить внутрь зелень, соус, ветчину или мясо. Также можно сделать начинку из яиц и консервированного тунца. Да все что угодно. Экспериментируйте. А я благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и делитесь вашими впечатлениями. До встречи в новых видео.